Всем привет, с вами Дэн, и как видите, у нас здесь Хамильтон, один из хитов, между прочим, нашего телеграм-чата. Обязательно подписывайтесь. Открываем. Так, здесь, значит, гарантия, часы в пакетике. Так, это на самом деле одна из очень популярных в последние, как мне кажется, пару лет их версий Hamilton Jazzmaster. Конечно, я думаю, в основном все Хамильтон ассоциируют с милитарными часами и с Элвисом Пресли, да, но у Хамильтона на самом деле есть достаточно много линеек разнообразных, и вот, например, Jazzmaster — это классическая линейка. Там достаточно большое количество разнообразных версий выходит, и в том числе сегодняшний наш такой гость, да, это Jazzmaster Fineline Automatic, да, тоненькие часы, как следует прям из названия. Ой, какая маленькая заводная головка, по ней прям еле попадаешь. Но зато часы действительно невысокие, зато они реально тонкие. Мне прям хочется померить, сколько же здесь всего. И знаете, здесь есть интересная такая штука, которую я очень люблю в часах, это отсутствие секундной стрелки. Вы, конечно, скажете, как же так, Дэн, без секундной стрелки жизни нет, но, в принципе, задняя крышка прозрачная, так что можно увидеть, что часы уже идут, а зато у нас циферблат получается, такой минималистичный. Хотя здесь какой там минимализм, здесь и дата есть. Кстати, постарались, сделали дату в цвет. Потом посмотрим на макро, но мне кажется, что здесь все-таки не черный, хотя может быть и черный. Может быть и черный. А у нас циферблат такой сиреневый цвет, лучистый циферблат, очень симпатичный, очень приятный, такой фактурный, и ничего у нас этот циферблат не портит. А мне еще очень-очень нравятся вот эти метки 3, 6, 9 и 12. Конечно, лично для меня, если бы здесь даты не было, было бы просто супер бомбически, потому что у нас эта меточка была бы еще и длиннее, даты бы здесь никакой не было, и был бы супер циферблат. Но из даты они выглядят классно, потому что дату отметки 6 часов гармонию не портит. Так, ну что ж, давайте знакомиться ближе. Итак, значит, как разобрались, линейка у нас классическая, что, может быть, не очень вами воспринимается относительно Хамильтона, но на самом деле есть выбрать из чего. И эта модель, как мне кажется, весьма выверенная. Здесь разные цвета, как я уже сказал. Мне понравился именно вот такой, он под определенным углом какой-то сиреневый, я вот сказал, да, но на самом деле он такой больше в темно-серый. Темно-серый, немножко по-разному, под разным освещением. В общем, да, здесь темно-серый цвет. Сапфир с внутренним антибликом. Чуть-чуть такое оно выпуклое стекло. Сталь 316L, водозащита 50 метров. В принципе, для классики это окей. Кожаный ремешок, кожа теленка. Достаточно мягкий пока на первый взгляд. И главное, наверное, что здесь приятного, помимо толщины, это внутри у нас стоит механизм ETA 2892А2, пожалуй, лучший из еташек, тонкий, надежный, стабильный, ремонтно-пригодный и еще и симпатичный. И это здорово. При том, что на ритейл там где-то примерно $800, но, конечно, смысла брать их по ритейлу нет, потому что на Джимашопе, Ашфорде, Амазоне, если есть посредники, к которым можете обратиться, да, или покупайте не из России, их можно взять примерно за $400. И знаете, за $400 это, конечно, просто супер такой бомба и must have, если вы присматриваете что-то в таком стиле. Потому что, по большому счету, здесь еташка 2892, она в розницу-то стоит больше, чем $300, если не ошибаюсь. Поправьте, кто там покупал недавно, знает цены. А здесь целые часы идут у нас. Это супер, конечно. Это супер. Знаете, мне кажется, даже $800 в ритейле за них окей. 40 миллиметров диаметр и высота. Вот что мне было интересно. 8,4. Здесь еще чуть выпуклое стекло. Вот это да. Вот точно тонкий и изящный, как и называется линейка. 20 по ремешку, так что можно стороннего здесь много чего интересного поставить. И 47,3 от ушка до ушка. Мои запястья 18,5. Да, они прям
очень тонкие. И ушки короткие, короткие. Вниз не загибаются, конечно, но за счет того, что они короткие, немножко такой подвинтаж сделанный, то все равно посадка шикарная. Ну и корпус-то невысокий. И это, конечно, и костюмник, и casual, и как хотите. Да, водозащита здесь не самая, конечно, большая, но для всех повседневных дел, активностей, дождей, там, мытья рук этого будет достаточно. Поставишь здесь какой-нибудь черный ремешок, и будет прям костюмник. Вот с таким ремешком они чуть более веселенькие, чуть более интересные. Мне не очень нравится, наверное, этот оттенок в сочетании с вот таким вот серым, да, красивым циферблатом. Я бы что-то другое здесь сразу присмотрел, но кому как, да, кому опять же как, это здесь не критично, потому что они не на браслете. Я не думаю, что, по-моему, есть версия этих часов на браслете, но это бессмыслица. На браслете эта модель не идет, это именно классика. Давайте подетальнее посмотрим циферблат. Лучистый, как я сказал. Люминофор, кстати, есть на стрелках. Причем интересно, смотрите, такая форма люминофора, да, вот эта прорезь. Он сложный, он необычный, не просто какая-то полосочка. И стрелки красивые очень. Достаточно длинная минутная стрелка, может быть чуть-чуть подлиннее, но в целом нормально. И накладные метки, кстати, перекликается вот это вот вырез, да, под люминофор с формой как раз накладных меток на циферблате. В этом плане красиво сделали. Очень красиво. Изящно. Прям реально изящно. Вот, наверное, ждешь, что это будет не Хамильтон какой-нибудь, а что-то более классическое. Да? А здесь, пожалуйста, Хамильтон. Логотип здесь печатный, не накладной, и надписи, в принципе, минимум. Автоматик как бы здесь нормально, да, сочетается с Хамильтоном. И был бы накладной логотип, наверное, был бы уже перебор с тем, что здесь блестит, переливается, а так здесь все очень-очень аккуратно. Ушки выглядят, как будто бы они отдельно прикреплены к корпусу. Нет, это такие наплывчики здесь, но сделано достаточно аккуратно. Нормально. Рант немножко загибается, и как бы получается корпус чуть шире, чем рант, а потом уже идет у нас стекло. За счет этого часы выглядят чуть меньше. Но все зеркальной полировкой, поэтому все очень изящно, и полировочка симпатичная. На свои деньги она сделана, да, и тонкий корпус, прям профиль хорош. Сзади у нас уже идет крепление задней крышки. Тоже все зеркальное, и на механизм можно посмотреть, благо здесь механизм как раз таки симпатичный. Есть система быстрой замены ремешка, так что это просто красота. И знаете, в этих часах Хамильтон, вот если я недавно вам показывал на ролике их модель Day-Date, да, классику, такой полевик, да, но там качество было такое себе, прям такое себе, и кажется, что вот в каждом эпизоде их можно было улучшить, то здесь как раз вот сделали как надо. Вот сделаны часы прям со вкусом, да, с толком, с расстановкой, красивый корпус, красивый циферблат, вот эти вот замены ремешка быстрая, механизм правильно подобрали. Ну вот прям как будто бы, знаете, разные команды дизайнеров работают над этими часами. Ну вот здесь все прям неплохо. Да, ремешок, конечно, по меркам Хамильтона неплох, а в целом он, конечно, паршивенький, откровенно паршивенький, и надолго его не хватит, но в первое время можно будет погонять с таким ремешком, почему бы и нет. Что касается веса. Вот здесь есть, здесь есть 53 грамма. В общем, на каждый день прям самое то. Ну что же, да, дата черная, это слишком было ожидать от Хамильтона, но не будем придираться, это все-таки мелочи. Вот накладные меточки здесь, конечно, симпатичные, и форма здесь необычная и интересная, и по стрелочкам то же самое. Ну и корпус хорош. Немножко, может быть, чересчур зализанный, но это дело вкуса. Ну и, собственно, механизм тоже все приятно. Ну и что хочу сказать по итогам. Я думаю, здесь в целом, если даже вне контекста цены, весьма и весьма удачная модель. Да, вам придется, как и у всех Хамильтонов, поменять ремешок довольно быстро, но относительно других моделей Хамильтон здесь еще не самый плохой ремешок. Приятный корпус, приятный циферблат и очень удачные часы, если вы присматриваете что-то такое вот, ближе к костюмнику. Да, это прям хороший костюмник, очень тонкий, с классным механизмом. И я думаю, что даже
за ритейловую цену это удачные часы. Но если вы имеете возможность приобрести их где-то за рубежом, там при помощи посредников, там, перекупов и так далее, то плюс-минус вот в этом районе 400-500 долларов, в зависимости от того, как вы там их купите и за сколько их привезут. Я думаю, это прям шикарно. То есть, ну, условно, если мы говорим, да, 50 тысяч рублей за эти часы, это, как мне кажется, очень и очень будет приятная покупочка. Кстати, пишите в комментариях, у кого такая модель есть. Для меня она стала открытием, я, честно скажу, не ожидал, и мне понравилось, мне зашло. По этой модели к Хамильтону, ну, претензий, ну, практически никаких нет. И на этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.